Любите турецкие сериалы? Тогда этот ролик явно будет для вас. Сегодня мы вам расскажем о таком кинотворчестве, как дорамы. И это то, что вам обязательно нужно посмотреть. Итак, дорамы. Этим загадочным словом принято называть телесериалы из Юго-Восточной Азии и в первую очередь из Южной Кореи и Японии. Само слово дорама – это натурализированный вариант английского слова драма. Дорамы пользуются огромной любовью миллионов зрителей не только в странах Азии, но и во всем мире, от Северной Америки до Австралии. Итак, по рекомендации моей дочери для совместного просмотра была анонсирована дорама «Истинная красота». И так как я слыхом не слыхивал и видом не видывал про эти пирожки с капустой, то, соответственно, не знал, чего мне ожидать. Я приступил к просмотру ленты «Истинной красоты». Итак, давайте сначала кратко, так сказать, пролог и спойлер в одном флаконе. Хотите понять своего ребенка-подростка, узнать о его проблемах, переживаниях, о том, о чем он живет и интересуется, погрузиться в школьную жизнь? Уверяю, вам это понравится. Первая любовь, первое свидание, первый нежный взгляд, безответная любовь, отношения. Вот, пожалуй, именно об этом данная дорама. Да что греха таить, и многие другие затрагивают эти темы, ведь они как никогда популярны среди молодежи. А кому не охота быть молодым? Эй, есть тут такие? Думаю, скорее всего нет. А теперь подробнее. В основу дорамы «Истинная красота» лег одноименный южнокорейский цифровой комикс авторства Яони, который получил огромный успех и собрал около 4 миллиардов просмотров по всему миру. Представляете? Кстати, создательница вебтуна, а это и есть комикс, отмечала, что осталась очень довольна актерами, которых выбрали на главные роли для экранизации ее работы. Ну что сказать, актеры вправду шикарные. И те, кто сейчас уже посмотрел этот сериал, а это в основном, разумеется, девушки и женщины, сейчас вздохнули и вспомнили о предмете своего обожания. Съемки картины «Истинная красота» проходили в окрестностях фольклорной деревни Бохчон, в уезде Намхэ и в провинции Кенсан-Намдо. В кадрах можно увидеть многие достопримечательности этих локаций, в том числе подвесная обзорная площадка Соли, Сеульская башня на горе Намсан и не только. А теперь по делу и сериалу в целом. На мой взгляд, «Истинная красота» — это немного так «Не родись красивой», немного всеми любимого дикого ангела и чуть-чуть от зимородка. А в целом очень много юмора и позитива. И если вы хотите ни о чем не думать и поднять настроение, однозначно рекомендуется к просмотру. Кстати, если вы уже смотрели дорамы, то укажите, пожалуйста, в комментариях, какая вам понравилась больше всего. Ну вот краткий сюжет. Итак, главная героиня Ин Джу Гён, Мунгаен, становится жертвой школьного буллинга. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что это такое. А всем известно, что в Южной Корее прям культ красоты. Прям такой мега-супер здоровый культище. Там все буквально на ней помешаны. Причем не только женская часть населения. Мужчины там, кстати, тоже не пренебрегают косметикой. Ну так вот, а главная героиня считается уродиной как раз из-за непривлекательной внешности и проблемной кожи. Девушка немножко глупая, неуклюжая, доверчивая. Она подвергается словесной травле, оскорблениям, злым шуткам и насмешкам. Но несмотря на это, она искренняя, незлобная и вся такая домашняя и простецкая. А при этом она увлекается черепами, металлом и комиксами в жанре хоррор. Как вам такое? Собственно, меня она покорила своей добротой, открытостью и талантом попадать в смешные ситуации. Ну и смотреть на эту красотку одно удовольствие. И, кстати, просто невозможно забыть, как она рычала при виде одного такого тигра. Рррр, постоянно улыбаясь на этом моменте. Кстати, на протяжении всей дорамы режиссер Ким Сан Хеп искусно использует прием преувеличения. Преувеличение всего, страшной внешности главной героини, реакции героев, а также сцен, комедийных и драматических. Для тех, кто впервые смотрит дорамы, это будет немножко непривычно и странно, но прошу вас, отнеситесь к этим моментам с юмором и иронией. Это максимально акцентирует внимание зрителя на происходящем и создаст для вас эффектного персонажа, способного пережить сильнейшие испытания. Итак, неудачное признание в любви страшненькой и непривлекательной Ин Джу Гён сняли и выложили в сеть буллеры, местная королева школы и ее шайка-лейка. Кстати, снимает единственная подруга Ин Джу Гён. После этого главная героиня понимает, что жить она так больше не сможет и решает сброситься с крыши. Как вам такой сюжетик, а? Тут по счастливой случайности появляется Ли Сухо, Чхаину, и спасает ее. Но о нем чуть позже. Добравшись до дома после пережитого шока, Джу Гён узнает, что ее семья по уши в долгах, поэтому они продают квартиру и возвращаются в свой старый дом в другом районе. Героиня переводится в новую школу, в это же время она осваивает уроки макияжа, насмотревшись бьюти-блогеров на ютубчике, и, о чудо, кардинально меняет свою внешность. Джу Гён с макияжем превращается в абсолютно другого человека, красотку, звезду школы, с которой все хотят дружить. Однако она все равно сильно переживает, что все в этой школе знают только накрашенную Джу Гён.
И снова в кадре спасатель Ли Сухо, но уже как одноклассник. Красавчик, по которому вздыхают все девушки школы, он красив, умен, является лучшим учеником школы, богат и отлично обладает навыками борьбы. Кстати, стиль Ли Сухо в одежде – это нечто. Посмотрите, девчонок, хоть парня или мужчину своего приоденьте по-корейски. Кстати, удивительно, что квартирка у него достаточно аскетичная, я бы сказал. И вот вопрос. А где ж его тогда огромная гардеробная? Ведь он никогда не появляется в одной и той же одежде. Но это чисто мои придирки. Не берите в голову. Однако Ли Сухо не общителен, хладнокровен, флегматичен, держится обособленно и у него плохие отношения с отцом. В этом же классе оказывается еще один красавчик Хан Со Джун, Хван Ин Йоп. Его персонаж высокомерный и агрессивный, за ним картинно бегает толпа девчонок, падающих в обморок от одного его движения. История знакомства Со Джуна и Джугён не менее экстремальна, он на мотоцикле чуть ли не сбивает бедную девушку. А тут, казалось, снова виток жизни, обновление и снова он. Красавчик катается на байке, не старается преуспеть в учебе и возглавляет местную банду школы. Хулиганы эти очень смешные, каждая сцена с ним вызывает кучу позитива и положительных эмоций. Они надышаться не могут на Со Джуна, а он делает им одолжение, что разрешает быть где-то рядом, ну прям принц из свита. А еще у этого парня отличное чувство стиля, подчеркивающее его тигриную натуру. Однако между Ли Сухо и Хан Со Джуном в прошлом произошла какая-то критическая ситуация, обстоятельства которой будут приоткрываться на протяжении всего сериала. Показывается не самая светлая сторона айдол-культуры, то, до чего может довести молодых артистов давление индустрии. Вообще эти два парня откровенно враждуют, как это может показаться на первый взгляд, хотя на самом деле они лучшие друзья, и конечно они оба влюбляются в Ин Джугён. Ну как же без любовного треугольника? Сам момент влюбленности тут тоже странный. Тут почему-то все влюбляются путем падения друг на друга. Ну, наверное, так это и работает. Отдельно хочу отметить семью Ин Джугён. Здесь просто каждый персонаж неповторим. Мама боевая, за словом в карман не полезет. Является главной добытчицей семьи, в отличие от отца семейства, который сидит дома и тратит деньги. Но, несмотря на все трудности, эти двое все еще любят друг друга. Старшая сестра Джугён является здесь персонажем олицетворения феминизма. Уверенная в себе всегда получает то, что хочет. И эта крутая пацанковатая девушка охмурила учителя-красавчика, который как раз является учителем Ин Джугён. Кстати, с этим фактом будет связано множество комедийных моментов. И вот она сама ухаживает за мужчиной, решает мужские дела и так далее. Временами, конечно, был сильный перебор и слишком уж нереалистично, но все равно очень смешно и забавно. В дораме также затронута тема озабоченности образованием. На примере Кан Су Джин показано, насколько разрушительным бывает сочетание подготовки к экзаменам, волнения за собственное будущее и амбиции родителей, которые требуют от дочери быть всегда номером один. Дорама держалась на уровне с начала и до конца, не провисая ни на серию, что, кстати, очень и очень положительно ее выделяет. Полнейшее мракобесие, сюр, преувеличение и шутки за гранью откровенно спасали от и до. Итак, в завершение всего вышесказанного, этот проект корейского кинотворчества однозначно рекомендуется к просмотру. Всем пока и до новых встреч!